Автор Шарлотта Бронте, Лили Харт. В одном из самых прекрасных уголков Англии в графстве стояла скромная, но изящная вилла, известная под названием Роша. Она принадлежала миссис Харт, вдове, чей покойный супруг был джентльменом с небольшим состоянием. У миссис Харт была единственная дочь по имени Лили. Девушка, чья красота и достоинство делали ее гордостью матери и восхищением всех, кто ее знал. Лили Харт едва достигла 17 лет. Ее фигура была стройной и грациозной, лицо овальным, с нежными чертами, а глаза темно-синими, полными выразительности и ума. Ее волосы цвета вороного крыла вились естественными локонами, а кожа обладала той прозрачной белизной, которая так редко встречается и так высоко ценится. Но главной ее прелестью был характер. Кроткий, добрый, скромный и в то же время живой и веселый. Она была хорошо образована, обладала приятным голосом и играла на фортепиано с большим искусством. Миссис Харт, хотя и не была богата, жила в достатке и окружала дочь всеми возможными удобствами и удовольствиями, какие могла себе позволить. Лили, в свою очередь, была благодарной и послушной дочерью, и их маленький домик был настоящим храмом мира и счастья. Однако недалеко от Роши располагалось великолепное поместье под названием Эшвуд, принадлежавшее богатому и знатному молодому человеку по имени мистер Сеймур. Он недавно вернулся из длительного путешествия по Европе и теперь проводил время в своем имении, наслаждаясь сельской жизнью. Однажды, прекрасным летним вечером, Лили прогуливалась по тропинке, ведущей через лес, который разделял их владения. Она собирала полевые цветы и наслаждалась тишиной и красотой природы. Вдруг она услышала стук копыт и увидела всадника, приближающегося к ней по той же тропинке. Это был мистер Сеймур. Он был высоким, стройным, чрезвычайно красивым молодым человеком лет 25. Его темные глаза и выразительные черты лица сразу привлекали внимание. Увидев Лили, он невольно остановил лошадь и, приподняв шляпу, вежливо поздоровался. Мистер Сеймур спешил с грацией, присущей лишь истинному аристократу, и, приблизившись к Лили, заговорил голосом глубоким и мелодичным, в котором звучали нотки искреннего восхищения. «Прошу прощения, мисс, если мой конь напугал вас, и я не ожидал встретить в этой уединенной чаще столь прелестное создание, подобное лесной нимфе, собирающей цветы под сенью древних дубов». Лили почувствовала, как легкий румянец окрасил ее щеки, но ответила с присущей ей скромной грацией. «Нет, вы ничуть не напугали меня, сэр. Я часто гуляю здесь и привыкла к тишине леса. А вы, должно быть, новый владелец Эшвуда. И я слышала, что в поместье вернулся хозяин после долгих странствий». Мистер Сеймур улыбнулся, и в его темных глазах вспыхнул живой огонек интереса. Они продолжили путь вместе. Он вел коня под узцы, а она шла рядом, и беседа их текла легко и непринужденно, словно они были знакомы уже долгие годы. Он рассказывал о далеких землях, которые посетил, о величественных Альпах, о солнечной Италии, о шумных столицах Европы. Лили слушала с затаенным дыханием, и ее глаза сияли от восторга перед неведанным миром, открывшимся ей через его слова. Когда тропинка вывела их к опушке леса, где уже виднелась Роша, мистер Сеймур остановился и, поклонившись, сказал: «Я был бы счастлив продолжить наше знакомство, мисс Харт, если ваша матушка не будет против. Позвольте мне навестить вас в ближайшие дни». Лили
смущенная и обрадованная одновременно, кивнула в знак согласия. Так началась эта встреча, которая, подобно первому лучу зари, осветила ее доселе безмятежную жизнь новыми и такими неизведанными чувствами. С этими словами мистер Сеймур вновь вскочил в седло и, еще раз окинув Лили долгим, полным невыразимого очарования взглядом, умчался по дороге, ведущей к Эшвуду. Девушка же осталась стоять на опушке, прижимая к груди букет полевых цветов, словно они могли унять внезапно забившееся сильно сердце. Вернувшись домой, Лили нашла мать в маленькой гостиной, где та, как обычно, занималась рукоделием у окна. Рассказ дочери о встрече в лесу вызвал на лице миссис Харта легкую улыбку и едва заметную тень заботы. «Мистер Сеймур — человек достойный и благородный», — сказала она мягко. «Но помни, дитя мое, что наше положение скромно, а его блистательно. Не позволяй сердцу своему бежать впереди разума». Однако уже на следующий день мистер Сеймур явился в Рошу с визитом. Он принес с собой книги из своей обширной библиотеки, тома стихов и путешествий, которые, как он заметил, могли бы заинтересовать такую образованную и чувствительную натуру, как мисс Харт. Беседа за чаем текла непринужденно о красотах Италии, о музыке, о поэзии Байрона и Скотта. Лили говорила, но каждое ее слово было исполнено такого искреннего интереса и живого ума, что гость не мог отвести от нее глаз. С того дня визиты мистера Сеймура стали регулярными. Лето расцвело вокруг них пышным цветом, и с каждым новым свиданием между молодыми людьми крепла невидимая нить взаимной симпатии. Лили чувствовала, как в ее душе пробуждается нечто новое, светлое и трепетное, чувство, которому она еще не смела дать имя, но которое наполняло все ее существо тихим и радостным сиянием. Прошло несколько недель, и лето, полное благоухания и золотого света, все глубже вплетало в сердца молодых людей нити нежной привязанности. Мистер Сеймур являлся в Рошу почти ежедневно. Под сенью старых деревьев сада или в уютной гостиной они проводили долгие часы в беседах, которые становились все более задушевными. Он рассказывал о своих странствиях, о величественных горах и древних городах, о бурных морях и тихих озерах, а Лили внимала ему с той чистой, искренней радостью, что свойственно юным душам, впервые прикасающимся к широкому миру. Иногда они музицировали вместе. Лили играла на фортепиано, а мистер Сеймур аккомпанировал ей своим приятным голосом. Звуки музыки смешивались с шелестом листвы и пением птиц, создавали атмосферу, полную волшебства и невысказанных чувств. Миссис Харт наблюдала за ними с тихой материнской заботой, радуясь счастью дочери, но и тревожась в глубине души, ведь разница в положении могла стать преградой на пути их сердец. Однажды вечером, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в пурпур и золото, мистер Сеймур и Лили прогуливались по любимой тропинке в лесу. Внезапно он остановился, взял ее руку в свою и, глядя прямо в ее синие глаза, произнес с глубокой серьезностью: «Мисс Харт, Лили, с того первого мгновения, когда я увидел вас среди цветов, подобную весенней фее, мое сердце принадлежит вам. Я не смею надеяться на ответное чувство, но если бы вы могли подарить мне хоть малую долю вашей благосклонности, я был бы счастливейшим из смертных». Лили опустила взор. Щеки ее запылали румянцем, а сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот вырвется из груди. Она не нашла слов для ответа, но легкое пожатие руки сказала мистеру Сеймуру больше, чем любые признания.
Прошло несколько счастливых недель, наполненных сладостными встречами и тихими признаниями. Любовь, подобно нежному весеннему цветку, распускалась в сердцах Лили и мистера Сеймура, озаряя их дни светом неизъяснимой радости. Однако в этой безмятежности уже начинали проступать первые тени грядущих испытаний. Однажды, когда золотистый закат окрашивал вершины деревьев в багряные тона, а воздух был наполнен ароматом поздних роз, мистер Сеймур явился в рошу с особенно торжественным видом. После обычных приветствий он попросил миссис Харт о приватной беседе. Когда они остались одни, он открыл ей свою душу с той искренностью, которая свойственна лишь истинно благородным натурам. «Мадам», — произнес он взволнованно, — «и я люблю вашу дочь всем сердцем. Ее чистота, ум и прелесть покорили меня без остатка, и я прошу у вас ее руки. Мои средства и положение позволяют мне обеспечить Лили жизнь, полную комфорта и уважения, какого она заслуживает». Миссис Харт, тронутая его словами, но все же полная материнской осторожности, ответила не сразу. Она знала, что за блестящей внешностью мистера Сеймура может скрываться нечто большее, чем простой деревенский сквайр. Однако доброта его характера и очевидная преданность дочери склонили ее сердце к согласию. «И я доверяю вам, сэр», — сказала она наконец, — «но счастье Лили превыше всего. И если ее сердце отвечает вашему, я не стану препятствовать». С радостным волнением мистер Сеймур вернулся к Лили, ожидавшей в саду. Под сенью цветущих деревьев он вновь преклонил колено и, сжимая ее трепещущую руку, повторил свое признание. Лили, чьи щеки пылали, а глаза сияли слезами счастья, прошептала в ответ слова, которые навсегда связали их судьбы. Свадьба была назначена через месяц. Весь этот срок пролетел для Лили как волшебный сон, полный света и нежности. Мистер Сеймур окружал ее вниманием и заботой, дарил цветы, книги и мелкие, но трогательные подарки, каждый из которых становился для нее сокровищем. Миссис Харт, видя счастье дочери, постепенно успокоилась и с теплотой принимала будущего зятя. Наконец настал долгожданный день. Скромная церковь в соседней деревне, утопающая в зелени и летних цветах, стала свидетелем их союза. Лили в простом, но изящном белом платье с венком из полевых лилий в волосах казалась воплощением чистоты и невинной красоты. Мистер Сеймур стоял рядом, высокий, благородный, с выражением глубочайшей любви и гордости на лице. Когда священник произнес благословение и объявил их мужем и женой, Лили почувствовала, как волна неизъяснимого счастья заливает ее душу. Они вышли из церкви под звон колоколов, и мир вокруг казался преображенным, ярче, добрее, полным обещаний. Однако уже в первые дни супружеской жизни Лили начала замечать странности в поведении мужа. Иногда он становился задумчив и молчалив, словно тяжелая тайна тяготила его сердце. На его осторожные вопросы он отвечал ласково, но уклончиво, уверяя, что это лишь следы усталости от прошлых путешествий. Однако тайна, что омрачала порой чело мистера Сеймура, не желала оставаться сокрытой вечно. Однажды темной осенней ночью, когда ветер завывал в трубе, а дождь хлестал по стеклам их уютного дома, он вошел в спальню жены с лицом бледным и взволнованным. Лили заметила его состояние, поднялась с кресла и, подойдя ближе, нежно взяла его за руку. «Дорогой мой», — прошептала она, — «что терзает тебя? Раздели со мной это бремя, что лежит на твоем сердце, и, быть может, оно станет легче». Мистер Сеймур
долго молчал, глядя на ее с глубокой любовью, смешанной с тревогой. Наконец, собравшись с духом, он заговорил. «Лили, любовь моя, я не тот, за кого ты меня принимала. Имя Сеймур — это лишь маска, под которой скрывается иное, более высокое звание. Я Джон, принц Фидены, наследник древнего и могущественного рода. Мои странствия по Европе были не просто путешествием праздного аристократа, но исполнением долга перед Отечеством и короной. Я скрывал свое истинное происхождение, опасаясь, что оно отпугнет тебя или подвергнет опасности нашу любовь. Лили стояла неподвижно, пораженная услышанным. Мир вокруг нее словно закружился в вихре. Скромная девушка из Роши вдруг оказалась супругой принца, но в глубине ее чистого сердца не было места ни страху, ни тщеславию, лишь безграничная преданность и вера в того, кого она так любила. «Кем бы ты ни был», — ответила она твердо, хотя голос ее слегка дрожал, — «ты останешься моим мужем, моим единственным и самым дорогим, и я последую за тобой повсюду, в блеск двора или в изгнание, в славу или в опалу». Мистер Сеймур, или вернее принц Джон Фиденский, с глубокой нежностью обнял свою юную супругу. Ее слова, исполненные такой чистой преданности, растопили последние остатки тревоги в его душе. Он рассказал ей обо всем, о политических интригах при дворе, о вражде партий, о том, как он, скрываясь под именем простого сквайра, искал в тихой Англии передышку от бремени своего высокого рождения. «Теперь, любовь моя, — сказал он, — нам предстоит покинуть этот мирный приют. Я должен вернуться в Фидену, где меня ждут дела государства. Ты же станешь моей опорой и украшением при дворе. Но знай, блеск и почести — ничто по сравнению с тем счастьем, которое я обрел в твоих глазах». Лили, хотя и была поражена внезапной переменой судьбы, она не дрогнула. С кроткой решимостью она приготовилась оставить родной дом и скромную Рошу, где прошло ее детство. Миссис Харт, узнав правду, сначала пришла в благоговейный трепет, а затем благословила дочь со слезами гордости и радости. Вскоре молодые супруги отправились в путь. Дорога лежала через шумные города и зеленые поля, пока, наконец, они не прибыли в столицу Фидены, город, сияющий великолепием дворцов и садов. Здесь Лили, скромная девушка из провинции, должна была предстать перед блестящим обществом, как принцесса. При дворе Фидены Лили встретили с подобающей пышностью, но и с едва скрытым любопытством. Многие вельможи и дамы высшего света смотрели на юную принцессу, внезапно явившуюся из провинциальной Англии, с легкой долей снисхождения и удивления. Однако ее природная грация, скромность и неподдельная доброта быстро покорили даже самых взыскательных придворных. Принц Джон с гордостью представлял свою супругу на балах и приемах. Лили, одетая в роскошное платье, сияющее драгоценностями, которые он подарил ей, двигалась с той же естественной легкостью, что и по лесным тропинкам Роши. Ее искренний интерес к людям, живой ум и мелодичный голос вскоре сделали ее одной из самых любимых фигур при дворе. Но не все было безоблачно. Среди придворных плелись интриги, и некоторые завистники не могли смириться с тем, что простая английская девушка заняла столь высокое положение. Однажды на грандиозном балу, где сверкали тысячи свечей и звучала торжественная музыка, к Лили подошла одна из знатных дам и с притворной любезностью произнесла колкость, намекнув на ее скромное происхождение. Лили ответила спокойно и с достоинством,
которое придало ей еще большего блеска в глазах окружающих. Принц, наблюдавший за этим издали, почувствовал прилив гордости и любви к своей жене, которая с такой честью несла новое звание. Время шло, и Лили все глубже входила в свою новую жизнь при дворе. Она быстро освоилась среди блеска и церемоний, сохраняя при этом ту скромную прелесть и искренность, которые так пленили принца Джона в тихой английской роше. Ее доброта и сострадание снискали ей любовь простых людей, а природный такт и ум — уважение знати. Однако среди этого великолепия зрела опасность. Политические интриги при дворе Фидены не затихали. Партия, враждебная принцу, искала способ ослабить его влияние, и вскоре нашлись те, кто решил использовать юную принцессу как орудие в своей игре. Распускались слухи о ее недостойном происхождении, шептались колкости за спиной, строились тонкие козни. Однажды вечером, после пышного приема, Лили, утомленная долгим вечером в душных залах, вышла на балкон двора, чтобы вдохнуть прохладный ночной воздух. Там ее нашел принц Джон. Он обнял жену и, глядя на звездное небо, сказал с тяжелым вздохом: «Моя дорогая, я боюсь, что навлек на тебя опасности, которых ты не заслужила. Мои враги не дремлют, и если потребуется, мы покинем двор и вернемся в Англию, где сможем с тобой жить в покое». Лили подняла на него свои ясные синие глаза, полные любви и решимости. «Я пошла за тобой в неизвестность однажды и готова сделать это снова. Где бы ты ни был, там и мой дом. Вместе мы выдержим любые бури». Слова Лили, исполненные такой глубокой преданности, укрепили дух принца. Он поцеловал ее руку и почувствовал, как новая сила наполняет его сердце. В следующие дни они вместе противостояли надвигающейся буре. Принц Джон открыто выступил перед советом, защищая свои права и честь жены. Лили же, вместо того, чтобы прятаться в покоях, появилась на очередном придворном собрании с высоко поднятой головой, в простом, но изысканном платье, которое подчеркивало ее естественную красоту. Ее спокойное достоинство и искренняя доброта произвели сильное впечатление даже на тех, кто был настроен враждебно. Многие придворные, наблюдавшие за ней, начали шептаться, уже не с насмешкой, а с уважением. Постепенно интриги стали терять силу, словно туман под лучами утреннего солнца. Однако главное испытание было еще впереди. В столице готовился грандиозный бал, на котором должен был присутствовать сам король. И именно на этом балу принцу Джону предстояло официально представить Лили как свою супругу и принцессу. Многие шептались, что это станет либо ее триумфом, либо окончательным падением. Вечер бала настал. Залы дворца сияли тысячами огней. Звучала музыка, дамы блистали в драгоценностях, когда объявили о прибытии принца Джона и его супруги. Все взоры обратились к ним. Лили шла под руку с мужем, сердце ее билось сильно, но лицо оставалось спокойным и светлым. В этот момент она воплощала все лучшее, что может быть в женщине: красоту, достоинство и внутреннюю силу. Зал замер в ожидании. Когда Лили и принц Джон вошли, по толпе пробежал восхищенный шепот. Юная принцесса выглядела ослепительно. В платье из серебряного шелка с простым, но изысканным венком из белых лилий в темных волосах она сияла той естественной красотой, которую не могли затмить ни драгоценности, ни пышные наряды других дам. Король, человек строгого вида, но с проницательным взором, внимательно наблюдал за ней. Принц Джон представил супругу с гордостью и нежностью. Лили присела в глубоком реверансе, а когда поднялась, ее ясные синие глаза встретились с глазами монарха без тени робости.
Она ответила на его вопросы спокойно, с достоинством и искренностью, которая тронула даже старого правителя. Весь вечер Лили была окружена вниманием. Кавалеры наперебой приглашали ее на танцы, дамы искали ее общество. Те, кто еще недавно шептался за ее спиной, теперь спешили выразить свое восхищение. Принц Джон не отходил от жены, и в его глазах светилась безграничная любовь и торжество. Бал подходил к концу, когда король подозвал к себе молодую чету. С легкой улыбкой он произнес слова, которые навсегда изменили положение Лили. «Вы, мадам, достойны высокого звания, которое получили. Отныне вы маркиза Дуро, и да пребудет с вами благодать и счастье в нашей земле». Так свершилось полное торжество Лили. Отныне она носила титул маркизы Дуро и заняла достойное место среди высшей знати Фидены. Но даже в блеске придворной жизни она не утратила своей чистоты души и скромного сердца. Лили оставалась той же нежной девушкой из Руши, которая когда-то собирала полевые цветы на лесной тропинке. Вскоре после бала у молодой четы родился сын, наследник древнего рода, и радость их стала полной. Принц Джон, глядя на жену и ребенка, часто повторял, что нашел в тихой Англии самое большое сокровище своей жизни. Прошли годы. Лили Харт, ставшая маркизой Дуро, снискала всеобщую любовь и уважение. Ее доброта, мудрость и грация служили примером для многих. Она никогда не забывала скромный домик из Роша, где прошло ее детство, и часто возвращалась туда вместе с мужем и сыном, чтобы отдохнуть от блеска двора среди родных полей и лесов. Так история, начавшаяся в тени старых дубов Англии, завершилась в сиянии королевского двора. Лили обрела не только высокое положение, но и истинное счастье, то, которое дарится лишь чистым и верным сердцам.